Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она бесится? Загадывайте женщину. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим. Что же происходит в вашей жизни? Так. Вы сейчас чисто заняты по работе. У некоторых может проигрываться, что вы ждете каких-то финансовых поступлений, да, либо же вот-вот получили. У вас сейчас в приоритете зарабатывание денег. У некоторых может проигрываться неожиданная дорога, которую вы даже не ожидали, не планировали. Она может быть с чем угодно связана, и по работе, и с отдыхом. Вы такой человек, который, знаете, вот больше я бы сказала, что вы верите в судьбу, вот фартовый. Вы считаете, вот, ну, если суждено, то суждено, да, вот некоторые думают, что люди сами делают свою судьбу, вы больше вот фартовый, вы полагаетесь на судьбу. Очень такой вот вы, ну, я бы сказала, в некоторых моментах, может быть, в поступках, да, вот такие джентльменские у вас есть. Очень уважительно вы относитесь и к более слабым, и к старикам, да, и поможете всегда. Даже вот финансово, материально, как угодно вы можете помочь даже посторонним людям, да. Ну, как говорится, даже вот старушку через дорогу перевести, и то далеко не каждый пойдет. Вот вы пойдете. Если вы видите, что человек слабый, немощный, да, тем более, если это с ограниченными возможностями какой-то человек, то вы, конечно же, всегда это поможете, и это даже не обсуждается. Но вот у вас жизнь, знаете, в последнее время как будто вы сами себя в добровольное заточение обрекли. Это все из-за женщины у вас произошло. Может проигрываться, что вы, ну, знаете, вот в таком настроении просто пребываете, что не хочется ни ходить, ни в компании, никуда, да, хотя вас могут звать друзья, там, либо же коллеги, пойдем посидим, там, может быть, рыбалка, охота или еще что-то. Как-то вот неохота. Вы сейчас, ну, больше как затворник себя ведете. Дом, работа, ну, просто нет настроения. Причем это происходит у вас из-за женщины. Женщина, которая была, у некоторых даже проигрывается, что и сейчас остается вот вашим центром вселенной. Вот даже из-за того, что вот вы с ней не живете сейчас, из-за того, что ваша жизнь поменялась на 180 градусов, вы не можете, может быть, даже простить себе какие-то ваши поступки. Вы можете даже, вот знаете, обвинять сами себя. Вот в том, что случилось, может проигрываться. Может быть, вы не до конца были заботливы. Может быть, вы не до конца внимательны. Может быть, вы что-то не додали. То есть вы вот еще можете таким самоедством заниматься. И какую-то долю вины перекладываете еще на себя. Вы понимаете, что что-то и вы не так сделали. Причем даже, знаете, вот вы можете придерживаться того, что в разрыве обычно двое виноваты. Напишите в комментариях, есть ли у вас такой момент. Вот любите вы поанализировать как-то, сами себе мозг повыносить, да. Ну, женщина для вас еще важна. Я не могу сказать, что вы отпустили. Да, какие-то страсти улеглись, но не полностью. Я вам даже скажу, вы можете еще воспоминания вот прокручивать в голове, ностальгировать по каким-то определенным моментам. Могут даже быть воспоминания интимного характера, да, вот это особенно касается тех, кто не выкинул женщину из сердца, из души. Вот вы еще вспоминаете и довольно сильно вспоминаете, причем эти воспоминания, ну, вас ранят. Вы человек очень такой домовитый. Я бы сказала, что вы, ну, не то чтобы там дом можете сами построить. Может быть, даже некоторые могут и построить, да, вот есть рукастые мужчины, которые все могут, мастер на все руки. Но вы настолько как-то трепетно всегда относились и относитесь к своему дому.
вы и обустраиваете, вы, особенно вот если, допустим, если, допустим, частный дом у кого из вас, ну вот вы и в саду, и в огороде, вы все сделаете своими руками, вы настолько вот обустраиваете свое гнездышко, ну, с такой трепетной любовью, да, вы любите каждое деревце, если у вас есть, допустим, огород, либо дача, ну настолько вот вы домовитый. Есть мужчины, которые, знаете, придут, там разбросают вещи по квартире, потом сами ничего не найдешь, да, половина вещей поломанные, ну, то есть такое вот, и неряшливые есть, разные. У вас же это, знаете, даже педантичность может быть какая-то. Вот любите вы порядок, вы любите, когда каждая вещь вот на своем месте, да, вот на своей полочке, допустим, стоит. Очень вы такой семейно-домовитый. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, какая же женщина пришла к вам на расклад. Да, вот это пришла все-таки женщина, я думаю, это ваша бывшая, которая вот как будто вот путами, вот цепями вот этими вас оплела и не отпускает. Пусть это еще мысленно, да, даже если вы с ней не общаетесь. Но вот она вас не отпускает. Вот вы все равно мечтаете. Вы можете просматривать ее фотографии. Вы можете, я не знаю, там в соцсетях за ней подсматривать, где угодно, да, когда она была в сети, в мессенджерах. Может быть, даже из-за угла кто-то следит. Вот не можете вы ее отпустить. Причем эта дама, я не могу сказать, что она супер красавица. Вот как бы там ни было, ну обычная среднестатистическая женщина. Не серая мышка, но самая средняя обычная женщина. Я не могу сказать, что она прям такая злюка агрессивная. Нет, даже удивительно, да. Вот обычно в расклады приходят женщины такие оторви и выбрось, да, скандалистки и так далее. У вас же как-то вот пошла коса на камень, знаете, вот такое ощущение, что в ваших отношениях вы начали отдаляться постепенно. Может быть, вы даже этого и не замечали. Кто-то из вас, может быть, даже и заметил, что вот в какой-то период, может, в какой-то момент вы начали меньше, может быть, там, я не знаю, проявлять заботы друг к другу, нежности и так далее. То есть у вас с этой женщиной все очень постепенно началось. Знаете, я не могу сказать, что она прям такая вот, ну, супер корыстная, что ли. Нет. Да, она любит, как все женщины, она любит, конечно же, и дом, все вот эти вот условия, да, уют. Ну, любая женщина любит и красивую жизнь. Ну, это, в принципе, любой человек любит. Но я не могу сказать, что она вот такая прям фифа, да, вот, которые у нас часто приходят на расклад, такие женщины. Вот у вас как-то, вот знаете, как-то попроще была ситуация. Я не могу сказать, что у вас были супер доходы, что вы прям миллионы там тратили, сотни тысяч. Нет, да, вы старались ради нее. Но вот какое-то недовольство, вот взаимное недовольство у вас копилось, да, и даже вот если это женщина, у каждого это будет по-своему, конечно, проигрываться, разные ситуации. Даже вот смотрите, если у кого измена идет, женщина, допустим, предала, вот с этой женщиной могло сложиться все иначе. Может быть, для вас это будет открытие своего рода. У вас как-то вот из-за чепухи все началось. Ну вот из-за чепухи кто-то заметил, кто-то нет. Вот какое-то охлаждение, какая-то недосказанность, да, начали копиться, может быть, даже взаимные обиды. И так они накопились, да, что человек, ну, не выдержал, да, в силу определенных обстоятельств и решил уже как бы врать, кто-то налево прошел. Но могло этого не быть. Вот как это печально не звучит, могло все пойти по-другому. Если бы поговорили, если бы вовремя заметили вот этот холодок, вот эту вот пропасть, которая между вами началась. Вот я вам скажу сейчас, может быть, это банальная вещь для кого-то, но опять же, наши психологические разговоры, да, вперемешку с Таро, которые вы очень любите.
Смотрите, я уже неоднократно рассказывала, что золотое правило психологии: нужно разговаривать с партнером здесь и сейчас. Не нужно выяснять отношения, не нужно кричать, просто спокойно. Даже в мелочах вам что-то не понравилось, как сказал партнер, тут же скажите, что мне это неприятно, не говори так, пожалуйста, да. Либо же свои какие-то хотелки озвучьте, что вот мне хотелось бы, чтобы было бы так-то и так-то, да. То есть люди должны слышать друг друга. Слушать и слышать. Вот что немаловажно. У вас этого не произошло. Если бы вы вовремя поговорили, если бы вы вовремя заметили вот это охлаждение, не было бы никаких измен, не было бы никаких отдалений, понимаете? Ну, в этой ситуации, да, в этой ситуации я считаю, что виноваты оба. Может быть, это не очень приятно звучит. Ну, вообще психологи, в принципе, говорят, в любом расставании, в любом разводе всегда оба виноваты. И я считаю это правильно. Если начать так по-честному копаться, если вы сами, ну, наедине с собой, да, начнете анализировать ваши отношения, может быть, и вы что-то, ну, не додавали, да, может быть, вы и старались. Вот смотрите, как часто получается. Вот такая довольно распространенная ситуация. И когда мужчина любит свою женщину, да, старается там, ну, днем и ночью впахивать на 10 работах. Все для нее, все для женщины, чтобы побольше заработать. И, соответственно, он дома мало бывает. Либо же приходит и падает уже замертво, ни о каких там, ни интиме, ни о каких там сюси-пуси, ну, внимания речь не идет. Женщина это воспринимает немного по-другому. Женщина в такой ситуации может обижаться. Причем довольно часто бывает, что женщина обижается: вот ты мне не уделяешь время, я не получаю там, допустим, ни заботы, ни внимания, ни ласки, ни интима и так далее, да, то есть свои хотелки вот эти. Она обижается. И получается, вроде бы мужчина старается, да, вот для нее впахивает, да, до 10 вечера, допустим, работает, все что угодно делает, только для нее это все. Она же это видит как нехватку любви, нехватку внимания. Некоторые еще могут начать выносить мозг: ты где шляешься, а может ты кого-то завел, особенно если это вечерняя работа, да, понимаете, о чем я говорю? Поэтому вот в таких вот, в разных случаях, их миллион случаев, да, и начиная с мелочей. Нужно сесть и поговорить, да, вот сказать, что я стараюсь, я все для тебя делаю, да, я тебя также люблю, я хочу как лучше, да. И так вот объяснить, именно объяснить, что кроме нее никто не нужен, что я работаю, я замертво падаю, потому что я работаю, я для тебя это зарабатываю, потому что я тебя люблю. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Чтобы женщина не чувствовала себя какой-то ненужной. Да, она может и знать, что вот он работает, но я же хочу тоже внимания. Довольно часто так женщины рассуждают. Пусть и на меня находит внимание. Понимаете? То есть вот таких моментов их миллион. Нужно все оговаривать. И что самое обидное, в ваших отношениях могло не быть этого разрыва. Вы могли договариваться, вы могли проговаривать это все, и тогда не было бы вот этой пропасти. Не чувствовались бы какие-то вот эти вот моменты напряженности, недовольства, которые у кого-то это приводят, там, начинают проводить время где-то в компаниях, кто-то идет направо, налево и так далее. То есть, я думаю, вы понимаете, да? Это женщина, которая, знаете, она в какой-то степени, она даже сейчас вот жалеет. Я не могу сказать, что она бесится. У нас расклад, да, о том, что почему она бесится. Я не могу сказать, что она бесится, что так все вышло, но она жалеет. Вот она жалеет, что так все получилось. Она вот как бы, да, она похоронила эти отношения, но она жалеет, потому что она тоже понимает, что
мог быть и семейный уют, и могла быть гармония. И она тоже, вот когда она находится сама с собой наедине, она это все как бы думает, анализирует. Но уже поздно. Она понимает, да, отношения похоронены. Она не бесится, но она ностальгирует. Она жалеет, что так все вышло. И она только сейчас поняла, что можно было, ну, что-то сделать, как-то себя по-другому повести, да, и вот этих проблем, которые между вами возникли, их бы не было. И вы продолжали бы, там, допустим, счастливой семьей быть, либо же там в счастливых отношениях были бы. Вот она жалеет за этим, но внутренне она понимает, что назад дороги нет. Много чего сказано и сделано плохого, да. Но видите как, она все-таки, пусть даже через время, но она поняла, что все-таки все могло быть иначе, все могло быть по-другому. Просто у каждого какие-то свои претензии накопились, да, вот могли быть очень теплые такие вот отношения, тем более у некоторых из вас могут проигрываться, что в начале вот отношений реально могли быть вот очень такие теплые, доверчивые, заботливые отношения. Ну вот как-то, знаете, все улетучилось, начались взаимные претензии, взаимный недостаток чувств, недостаток эмоций, да, вот какая-то вот недосказанность появилась. А ведь все могло быть иначе. Вы могли и дальше не упускать свой шанс и быть вместе. Вот такой довольно печальный, грустный сегодня расклад получился, да. Поэтому, ну, на будущее, ребята, вы всегда проговаривайте. Я не устаю говорить об этом. Говорите. Вот когда у вас будет половинка, либо же новые отношения уже сейчас, разговаривайте. Даже в мелочах, здесь и сейчас, не выходя из комнаты. И тогда вам просто не из-за чего будет ругаться. Услышьте меня. Вы тогда не будете ни ссориться, ни спорить. Вы будете на месте, здесь и сейчас договариваться. И тогда у вас все будет отлично. Не будет повода никаких измен, никаких обманов и предательств, потому что вот даже малейшее что-то, да, вы сели, обсудили, поговорили, все отлично. Из-за чего ругаться? Не из-за чего. Вы все обсудили, понимаете, к чему я веду? Если бы все люди так делали, поверьте, у нас бы разводов, наверное, ну не было, либо же единицы были бы. Люди бы просто все обсуждали. Не нравится, не слышишь меня, ну тогда извини, нам не по пути. Если партнер не слышит вас, да, допустим, вы разговариваете, а партнерша не хочет с вами разговаривать, увиливает, постоянно у нее какие-то предлоги, ну зачем тогда такой человек? Она, значит, не хочет ничего менять. И встает вопрос, а нужны ли вы ей? Понимаете, к чему я веду? Замечайте, всегда замечайте в своих новых партнершах, делайте работу над ошибками. Смотрите именно на дела, на поступки, не на слова. На словах мы все друг друга любим. Именно поступки говорят о настоящем отношении к человеку. Поэтому, ребята, я желаю вам большой, чистой, взаимной любви. Разговаривайте, проговаривайте, и да будет вам счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!